Так, всем привет! Сегодня давайте посмотрим коробочку с моделью для сборки от Rayfield Models. Model SDKFZ 167, штук 4. Собственно, немецкая самоходка, истребитель танков времен Второй мировой войны. Раннее производство, ранняя серия, можно сказать. Значит, таких производителей я, скажем так, еще у себя на обзорах не видел. Для меня тоже в каком-то смысле производитель новый. Еще не было его коробок. Rayfield Model. Может перевести как модель с рисовых полей, если посмеяться. Но вообще, в принципе, это сейчас один из грандов китайского модельного рынка. В принципе, наравне с Менгом, наверное, где-то, может быть, там с Бордером, с Такомом. То есть, в принципе, один из таких топовых брендов именно по модельной части, может быть даже верхнего сегмента, так как модель, вот по крайней мере Rayfield Model, он всегда свои модели позиционирует как именно модели для копийности, то есть для скажем так, для прокачанных моделистов, типа как бы вот что-то такое, по крайней мере. Так себя производитель позиционирует, и так его обычно понимают. Так, что по коробке? Коробка вот такая, не совсем, кстати, типичная вообще, и не совсем, по-моему, даже для RFM типичная. Очень такая сэкономленная на боксарте, буквально одна проекция с одним вариантом окраски и, собственно, вставочка про рабочую ходовую, рабочие траки. Насколько я понимаю, написано рабочие траки, ходовая там или нет рабочие, судя по всему, тоже. Тоже, кстати, черта многих моделей данной фирмы, что они именно запариваются часто по рабочим пластиковым тракам, рабочей ходовой. У них это на многих моделях есть. Что значит? Коробка толстенькая, то есть литников там будет много, значит, сразу. Вот это, что сразу нравится по коробке, что они не экономят именно на высоте коробки, а в целом сделали ее так, что достаточно комфортно, свободно там вся эта пачка литников разместилась, то есть ничего именно задавиться в коробке не должно. Значит, по самому набору, по прототипу, я думаю, смысла говорить нет, потому что 4-й штук, это, в принципе, одна из самых массовых машин немецкого Третьего рейха ВПК во время Второй мировой войны, поэтому, тут что-то в очередной раз рассказывать, я думаю, бессмысленно, кроме того, что она сделана на базе Panzer 4 машины, и их там было миллиард модификаций различных за все годы Второй мировой войны. Вот, в частности, вот это, видимо, какая-то одна из ранних серий. Из такого заметного вот видно, что Шурцены есть. Экраны броневые по бокам. На этом, наверное, можно и закончить. А сам набор довольно свежий, то есть это вроде как 22 год, то есть буквально текущий год был выпущен. Соответственно, не какое-то там старье, а вот буквально вот самое, что ни на есть практически из печи. И с прикольного такого, что набор, в принципе, в России можно было в течение года купить по довольно такой неожиданно демократичной цене для этого производителя, который в каком-то смысле, наверное, можно расценить как элитный китайский производитель, то есть всякие фишки, то есть рабочие траки, там травление, детализации и прочее. То есть цена, на самом деле, вот я ее покупал, эту коробку, по совершенно достаточно смешной, недавно казалось бы еще смешной, неожиданной цене, там что-то 2500 рублей. Сейчас я посмотрел, в принципе, покупался набор, даже не буду скрывать, модельная лавка, Костромской магазин. Сейчас его уже там по этой цене нет, и, по-моему, вообще нет, но, в принципе, еще уже чуть дороже, за 2800 его, по-моему, еще можно в питерском моделисте найти. Но в остальных местах вроде дороже. То есть на Алиэкспрессе там уже трешка. Но вот 2500 это прям совсем неожиданно. Прям даже не смог устоять и взял. Так, что по коробке? Да, помимо этого, на коробке у нас проекции по бокам, вот 3D проекции, 3D модели, где мы можем видеть, что помимо всего прочего нам даются опции на открывание всяческих люков, как МТО, как и боевого отделения, люков доступа к трансмиссии, различная детализация щитков с пулеметом и так далее. Даже данный интерьер боевой рубки, я так понимаю,
Ну, полный, не полный, не совсем понятно. Я вот не совсем уверен, что он там полный. Но видно, что, по крайней мере, орудие что-то там еще детализировано. Ну и вот и детализированный, собственно, дульный тормоз. У нас тут несколько деталей аж. Посмотрим. Наверное, в одну деталь должен был сделан. Помимо этого, что еще у нас на коробке? С другой стороны у нас есть еще три проекции окраски, боковые только, и написано, что ориентируются на окраски от Amamic. Вот такая вот коробочка, да. Собственно, давайте заглядывать внутрь. В коробке у нас куча литников, но, как я уже говорил, в принципе, они высоты коробки хватает, чтобы все это не умялось. Все в индивидуальных пакетиках, значит, соответственно, вот пластик, верхняя часть боевой рубки отдельно, потом пакеты идут. Их довольно-таки много. Ой, даже сказал бы очень много. Значит, отдельно детали траков вот такие. Соответственно, к ним идут детали полупальцы, полимерные шайбы для катков. То есть, ну, как бы уже видно, да, что комплектация для такой цены, да, что хочу, опять же, как бы заметить по цене, да, 2500, пускай уже сейчас не совсем актуальная, но все-таки, ну, типа 2500, это если как бы думать, это цена, в принципе, актуальных новых наборов фирмы Звезда, на самом деле, и даже, наверное, на самом деле дешевле, потому что у Звезды как бы уже к трешке все подбирается, где-то уже к 4000 рублей за новый набор, то есть набор Звезды, да, то есть, ну, 20-й там, ой, 22-й, может быть, там 21-й года, вот это сейчас так продается, по рекомендованным, понятное дело, ценам Звезды, по рекомендованным ценам Звезды, конечно, набор Звезды лучше никогда не покупать, это я как бы уже в каком-то из видео говорил, но да ладно, все-таки в основном в большинстве мест они действительно продаются. И как бы вот у нас дилемма, да, то есть курс доллара нас подвел к такой дилемме, что у нас Звезда как бы внезапно нормально так оказывается на ценовом паритете, а может быть даже местами и дешевле, с китайскими грандами модельными, которые как бы, ну, как бы не в обиду Звезде сказать, но все-таки вот видно, что хотя бы уже по уровню комплектации немножко в другой весовой категории находится, да, но тем не менее вот такая вот у нас получается интересная петрушка, которая, конечно, давит, я бы сказал, давит немножко, получается, тот самый момент, когда из-за курса иностранные производители, иностранные модели уже, собственно, начинают давить отечественных. Вот такая вот отвлеченная ремарка. Да, и, собственно, инструкция. Инструкция, как ни странно, цветная. Что значит, как ни странно, цветная, да, в несколько цветов напечатана в виде такой книжки. То есть комплектация, в принципе, достаточно царская для такой цены. Значит, давайте по порядку. Так понимаю, значит, схема окраски у нас отдельные. Все здесь, значит, инструкция. Что по инструкции, значит? Проекции, пиктограммы всяческих этих, исторической справки нет, значит, раскладка литников, понятно, перечислено, ну, не только литников, а и всех комплектаций. Я так понимаю, единственное из такого, может быть, в чем можно разочароваться, это что у нас трос дан не металлический, а ниточка. Ну, то есть какая-то пружинка есть. Но вот это, пожалуй, действительно на чем пока видно, что явно сэкономили. Да, вот тросик-то, в принципе, тоже можно было положить. Кстати, да, декалька у нас... Декаль перечислена. Я, кстати, листочка с декалью вот непосредственно не увидел. Возможно, она где-то здесь находится. Или, может быть, я ее просто не нашел. Ну, небольшая декалька, где-то она там запрятана. Соответственно, да, вот литников довольно много. И сразу начинается сборка. Значит, как пишет сам производитель на коробке, для продвинутых моделистов, поэтому сразу начинаем со сверления бортов, собственно. Ванна, к сожалению, конечно, не в одну деталь. Ну, как бы, видимо, можно это объяснить, как бы объясняется как бы высокой детализацией, какой-то копийностью. Значит, из такого прикольного по инструкции Aerofield Model можно увидеть, что они прям цветом показывают места, которые нужно проклеивать. То есть этого редко сейчас увидишь такое, не у всех далеко. Значит, сверления вообще довольно много на самом деле. Судя по всему, за, возможно, универсальности пресс-форм, может быть, 4 они будут делать. Но, по-моему, у них там еще есть другие модификации штуга или должны будут выпускаться, что-то такое.
Значит, склеиваем ванну, несколько деталей, лючки тут отдельно, какие-то мелочевка всякая, то есть ничего тоже хорошо так детализировано. Значит, что дальше у нас, собственно, крепление. Не совсем понятно, где показана, собственно, сборка вот этого элемента. То есть как-то он у нас неожиданно появляется на модели, а, собственно, так, понятно, два этих. Ага. Все понял, да, вот этот элемент, да, крепления, где будут крепиться, собственно, тележки с катками. Да, их 4 штуки вот здесь, где они приклеятся, это просто нарисовано, что повторение. Ну, кое-что тут я смотрю у нас... ну это просто проклеилось, что там, ну да, подробно пишут, что именно мазать клеем, да, это достаточно неожиданно. Немного сразу сбивает. Значит, ну, видно, что довольно много такой мелкой деталировки, но не сказать, что она какая-то запредельная. Так, ну вот опять держатели запасных траков сразу они нас тут приходят. Ну, в принципе, появляются уже тележки с подкатки, собственно, они крепятся. Вот показано на одном примере, как его собрать из 3 деталей и 4 повторяемых штуки. Пока, кстати, я не увидел по подвижности тележки ничего такого. Не должно, что у нас тут вроде все просто склеивается и все. Не знаю. Посмотрим. Потом, значит, катки у нас опять же не клеятся они, а падают на полимерные, собственно, втулки. Угу. Звездочка тоже на втулках полимерных. Ну, вот, собственно, вот все расписано, да, где они, собственно, эти втулки вставляются, детали там вот всяких фаркопов, если это можно так назвать, и так далее. В общем, инструкций точнее деталей на каждом шаге не очень много, поэтому я думаю, в принципе, запутаться тут особо не запутаешься. Все так просторненько. Значит, сразу переходим к части, которая находится на трансмиссионном отделении впереди самоходки. Соответственно, тут тоже у нас появляются детали с запасными траками. Вот показана вариация на то, что можно открыть люки доступа к трансмиссии, но не совсем пока понятно, будет ли, собственно, там эта трансмиссия, чтобы было что показывать. Но вот такая опция есть. Так, значит, деталировка, потом сразу переходим, собственно, к установке этой самой плиты над верхний броневой лист. И, значит, тут же сразу появляется, собственно, у нас рабочая ходовая. Что мы можем тут увидеть? Что, опять же, да, ленивец на полимерных этих втулках. И вот, собственно, то, что, о чем гордо заявлял у нас Ралфилд на коробке, подвижная гусеница. Вот видно, что есть в комплекте кондукторы. Написано, как полупальцы эти самые вставлять, что их нужно аккуратненько там только частично проклеивать, а остальную часть оставлять подвижным. Собственно, они предлагают прямо непосредственно с этих мини-литничков их, собственно, туда задвигать, так сказать, не откусывая слитника, а потом, видимо, как-то уже откусить, когда они установлены, и зачищать так, наверное. Ну, тут уж, наверное, в принципе, это такая методика как бы ясна, видимо, она типа должна ускорять сборку, да, типа оп и все. Но по факту, конечно, довольно-таки сомнительный способ, потому что очень мелкие детали, и как-то срезать их с литника, или что там с ними предлагают делать, когда уже они вставлены, ну, не очень понятно. Выглядит немножко сомнительно и небезопасно такой способ, так что, возможно, все-таки действительно лучше каждый пальцем отдельно работать, хотя, конечно, работы, конечно, будет гораздо больше. В общем, вот как, собственно, у них должна эта подвижная ходовка на полупальцах выглядеть. Вроде как, кстати, крепление на полупальцах ходовая считается сейчас по современным модельным меркам самая прогрессивная, скажем так, и самая, скажем так, рабочий вариант. Ну, вот, собственно, вот, наверное, за это стоит похвалить Ралфилд. Вот так, собственно, у нас могут катки двигаться. Я так понимаю. Хотя, собственно, где-то конкретно вот этот узел подвижности тележек я что-то, честно говоря, пропустил. Я даже не очень понял, где он у нас именно было видно, что он подвижен. Ну да ладно, с этим разберемся, я думаю. Угу. Так, и что дальше? Значит, ходовой подвижный мы предлагают прямо здесь закончить. Ну, как бы в реальности, конечно, гусеницу надо собирать отдельно. Я так понимаю, вешать ее непосредственно
ну, оставлять, либо ее вешать, оставлять с возможностью, соответственно, разбора, да, где-то рассоединения, либо просто не вешать. Ну, как минимум, примерить один раз придется, да. Вот так вот. Дальше, значит, сразу начинаются надгусеничные полки. Они, я смотрю, сделаны отдельными деталями. Тут они не травленные, понятное дело, чисто пластик. Детали домкратов, шансовые инструменты. Там где-то вот есть какие-то даже детализации замков дополнительные. То есть они не травленные. Хотя нет, травленые, да, травленые, по-моему, да, детали. Вот насколько я понимаю, вот это YA литники, это, ну, не литники, а обозначение, это, скорее всего, у нас как раз травленые детали. Можно даже, в принципе, наверное, глянуть. Да. Где у нас тут травление-то? Да, вот, собственно, две платы у нас, одна с экранами и одна с остальной деталировкой. Не так много здесь травления, но вот эти самые замки, в общем, оно есть в каком-то небольшом количестве. Меня, кстати, даже это радует, потому что возиться бесконечно с травлом, это, конечно, ну, не каждый полюбит. Значит, тут дополнительные вот эти детали, я так понимаю, это под выхлоп, какие-то там решетки будут, ну и так далее, собственно. Вот еще дополнительно много деталировки надгусеничных полок, фонари. Я как бы сразу не касаюсь какой-то исторической достоверности, я как бы не специалист-историк военной техники, поэтому что там вот конкретно, какой там замочек, какая фара, какой собственно, генерации выпуска этих штугов, на какой должна стоять, я без понятия, поэтому как бы тут ни к чему придираться не имею, так сказать, возможности. Вот, собственно, деталировку с двух сторон, видимо, у нас заканчивается. Да, у нас есть подсверливания здесь какие-то. Эти полки устанавливаются, собственно, на ванну еще до корпуса. Ну, тут, скорее всего, неизвестно, стоит ли их сразу устанавливать. Я так подозреваю, что, скорее всего, возможно, нужно будет дождаться сборки именно того, что у нас к рубке, к боевому отделению относится, а потом еще это как-то вместе стыковать. Но, может быть, оно, в принципе, Рафилд у нас сейчас хвалит за стыкуемость и так далее. Может быть, у нас как бы вот и тут оно все сразу и встанет. Может, и бояться нечего. Значит, потом эти брызговики, тут еще немножко по юбкам там крепления. И вот, как я понимаю, у нас тут появляется полик и всяческие переборки боевого отделения уже устанавливаются в ванну. Ну, я так понимаю, что можно сказать, модель, наверное, частично интерьерная у нас. То есть двигателя у нас, я так понимаю, не будет, это точно. Трансмиссии какой-то. Ну, давайте не забегать вперед, ладно, посмотрим по ходу. Значит, тут же внезапно у нас тут начинается глушитель, соответственно, глушитель у нас не распилен вдоль, а вот из таких круглых красивых деталей. То есть все должно быть очень прикольно, красиво, без шов, брызговики задние, тут еще какая-то мелочевка, значит, я так понимаю, опять продолжается у нас переборки какие-то или что-то такое, или верхняя часть, не совсем понятно, боевой рубки. Мы начинаем уже работать вот с этой верхней деталью боевого отделения, боевой рубки, что тут надо. Ну да, это задняя часть, да, приклеивается. То есть, в принципе, две больших крупных детали, если не считать верха. То есть, тут, как бы, в принципе, относительно все круто в том, что не надо, как у звезды, например, часто бывает, это вот все из 4 каких-нибудь стенок стыковать, а тут раз и все. Значит, опять тут продолжается тут деталировка, ну, не деталировка, собираем эту самую рубку из там всяческих различных стеночек, переборочек. И начинается, я так понимаю, у нас орудие. Ну, судя по всему, что по орудию, я смотрю, много что предлагают не клеить. Я подозреваю, что, наверное, орудие у нас будет все-таки подвижное. Судя по всему, в каких-то плоскостях, потому что в оригинале самосходки оно, по-моему, должно как вертикальной, так и горизонтальной плоскости иметь какую-то подвижность. Ну, я думаю, что, в принципе, Рафилд, наверное, должен был это сохранить. Значит, много детализации по орудию, по казенной части, всяческое вот это все, механизмы управления, кресло там стрелка и так далее. Значит, переходим сразу резко к установке орудия на платформу, собственно, внутрь самоходки на полик. Сверху накрываем это все, собственно, боевой этой рубкой. И у нас... Так предлагают сразу повесить маску орудия. Но я так понимаю, маска орудия конкретно, наверное, у нас без вариаций дается в данной части.
в данном наборе, я уж не знаю, там были какие-то вариации или нет, сразу предлагают, понятно, орудие поставить, ствол орудия, я так понимаю, не металлический, но в одну деталь отлит, пластиковый, соответственно, маска вроде как, этот самый дульный тормоз вроде как тоже основная его часть в одну деталь. Соответственно, единственное, там у нас версии на 2 дульных тормоза дается, значит, орудие. И вот видим, что у нас, судя по всему, пружинка должна реплицировать механизм, собственно, откат ствола. Возможность. Не совсем понятно, это, конечно, как опция звучит прикольно, но в реальности, собственно, зачем на стендовой модели может понадобиться откат ствола, разве что для какого-то крутой диорамы, где показан момент выстрела из орудия, и оно типа откатилось назад. Наверное, в принципе, это может быть. Но зачем нам для этого пружинка, если можно просто подпилить, наверное, и поглубже его туда? Да ладно. Вот пружинка у нас, тем не менее, присутствует. Наверное, я так понимаю, для этого, для чего она еще, пружинка-то это нужна? Может быть... как-то вот сложно. Вроде как бы она вклеивается в маску, да, а пружинка для чего? Странно, если как бы ствол вклеен, то вроде и подвижности уже там некуда особо быть. Ладно. Это, наверное, при сборке надо разбираться. Я как бы небольшой, так сказать, этот еще мастак в Rayfil модуловских моделях, поэтому... пружинкой, может быть, я не очень хорошо понимаю, что у нас хотели показать. Значит, дальше опять у нас продолжается теперь задняя часть корпуса. Трос тот самый, который у нас, к сожалению, из ниточки, запасные детали траков, тут дополнительные какие-то еще перегородки. Много сверления тут, да, много сверления. Непонятно, наверное, есть какие-то обозначенные места, где сверлить, или все на глаз надо делать, но это посмотрим. Значит, ставится это все собрано, вот крыша, собственно, боевого отделения у нас тоже, я так понимаю, в одну вроде бы деталь большую, крупную устанавливается. Значит, тут исправления какие-то у нас, замочки на всякие, вот этот поддомкратник, по-моему, что-то такое. То есть, вот это с тросом все ставится назад. Тут опять куча сверления по верху боевого отделения. Значит, большая инструкция, да, потому что, собственно, деталей много. Запасные катки тут тоже, частично фототравление. Крышка частично из пластика. Опять много сверления под всякие там элементы шанса или что-то такое. Банник, наверное, я так понимаю, для орудия. Вот задняя часть трансмиссионного отсека. Вот нам усиленно на коробке показывали, что... точнее, не трансмиссия спереди у самоходки, а это моторное отделение вот здесь. Значит, усиленно показывали, что вот эти люки можно будет делать открытым. Хотя, кстати, вот здесь... как бы внезапно уже про эту открытость люков как-то мы и забыли, потому что несмотря на то, что на коробке показывали, что люки открыты, но конкретно вот на листе инструкции я не вижу опции. Как бы открывать конкретно, вот если собирать модель как она есть, смысла, наверное, нет, потому что моторного, собственно, отсека никакого нет. Как я так, насколько понимаю, и трансмиссионного никакого вот этого вот механизма там тоже нет. Вообще хорошо детализировано только орудие, как бы никаких снарядов, ничего я не вижу. Я так понимаю, в принципе, наверное, такая деталировка, она подойдет разве что для открывания верхних каких-то люков, где может быть видна казенная часть орудия, да, там. Это не полный интерьер, я так понимаю, а просто, вот такое самое необходимое детализировано, соответственно, что как бы показывает моторный отсек, если только это не какой-то там автомаркетный двигатель туда устанавливать, если это возможно вообще, да, то есть смысла особого не имеет. Да, вот мы видим опцию дополнительно пулемет у нас, который на крышу боевого отделения, судя по всему, ставится, то есть там видимо, тоже опции, там вот этот щиток, он может быть, можем, соответственно, показать этот пулемет в боевом положении, можем нет, соответственно, тут вот всякие серьги, дополнительные детали, буксировочные вот эти. Вот это я точно не помню, что такое. Еще какие-то ящички, все такое. Где-то травление встречается, самая мелочь, где-то в основном пластик. Соответственно, да, инструкция действительно длинная, потому что в принципе, не зря Rayfil тут особо упирает на то, что для продвинутых моделистов деталировки действительно много. Значит, появляются лючки, собственно, для
верхней части боевой рубки, соответственно, там, где у нас опции есть их открывать. Соответственно, появляются у нас, что? Тут тоже, опять же, травление, появляется у нас какой-то вот ящик, ну, не помню, что это такое у нас. С правой стороны от боевой рубки, соответственно, еще лючки, я так понимаю, это механик водителя, по-моему, здесь они должны быть. Хотя, где люк механик водителя, я конкретно вот здесь не помню. То ли он здесь, то ли здесь. Вот здесь, наверное, скорее механик водителя у нас сидит. Ну да ладно. И, соответственно, башенка появляется. По башенке, я смотрю, тоже у нас фототравление присутствует. Присутствуют, так понимаю, два варианта сборки башенки. Я так понимаю, скорее всего, наверное, какое-нибудь закрытое там боевое положение с вытащенным этим прицелом, высунутым наружу из башенки, либо, собственно, закрытой башенкой. Прозрачный пластик в наборе есть, значит, и дальше мы переходим эту самую башенку, ставим какую-то дополнительную защиту, может, противопульную или что-нибудь такое. Не совсем понятно, устанавливаем. Появляются уже держатели для экранов боковых вот здесь. Вот такой они формы характерной, зазубренной, чтобы на них-то все вешать. И самый финал, собственно, вот это у нас долгой такой интересной, увлекательной сборки, это, собственно, экраны. Они все из травления, кроме, собственно, ручек, ну, как ручек, держателей, да, за которые они крепятся, они из пластика, должны клеиться, собственно, национально-крилатный суперклей, я так понимаю, потому что, ну, на что еще, собственно, их крепить. И вот тут, собственно, они вешаются. Экраны все раздельные, соответственно, при желании можно их частично повесить, так как в реальности, конечно, они достаточно быстро, собственно, с реальных машин слетали в реальных боевых условиях. Вот. Ну, тут вопрос, как бы, единственное, размечено ли на... Уже вижу, что размечено на экранах положение для установки держателей, крепежей, поэтому, в принципе, с этим проблем быть особых не должно. И заканчивается все схемами окраски полноцветными, я так понимаю. И дано нам сколько вариантов? 3 варианта окраски различным камуфляжем с, ну, такой частичной привязкой. Точнее, нет, не 3 даже, нет, больше. 6 вариантов нам дано. На Италию 44 год, неопределенное подразделение. Видно, что, да, экраны у самоходки, они в этой версии под углом повешены. Дивизия панцергренадерская Бранденбург. Канивская, не знаю, что это такое, район Каниева или Конева, не знаю, апрель 45-го, это фактически конец войны уже. Такой вариант окраски с декалями расположением. Значит, на Германию тоже на весну 45-го, соответственно, так, немножко задумался. Такой сложный, такой очень такой интересный камуфляж, который, скорее всего, только масками получится сделать. Уж очень он мелкий, но выглядит прикольно. На Тернополь, Украина, 44 год. 311-я бригада самоходок. Вообще без камуфляжа, просто Бункенгельп. И, значит, «Мертвая голова», дивизия СС, Польша, сентябрь 44 год. Вот такой сложный тоже камуфляж, такими очень тоненькими линиями. Ну, тут уж надо очень качественный, либо кисточка это вырисовывать, что, наверное, мало как-то применимо, либо какой-то очень-очень качественный аэрограф. Ну, либо я уже даже не знаю, как какие-то трафареты очень сложные. Очень сложная окраска. И, значит, самоходок бригада 912-я Курляндия, 45-й год, май. То есть это совсем уже конец войны. Ну и, собственно, на этом у нас инструкция заканчивается. Да, очень долго это все, конечно, длилось, потому что инструкция большая. Давайте смотреть пластик. Пластик давайте смотреть. Я вот даже не знаю, стоит ли вынимать его из пакетов, этот пластик, или и так все хорошо видно, хотя бликует, конечно.
Значит, детали крупные, соответственно, видимо, для этой модификации. Тут вот держатели экранов радиокумулятивных. Соответственно, части боевой рубки или там задняя часть какая-то из частей, по-моему. И, собственно, держатели экранов. Ну, или что-то там такого. Ну, тут маленький литник, совершенно как бы модель, в общем-то, новая практически. Ну, хотя вот на литник здесь 21 год обозначен. Хотя вроде как конкретно эта модель 22 года, я вот не совсем уверен. То ли сведения о 22 году не совсем верные, то ли это просто от другого набора какая-то 4-го штука детали. Ну, как бы особо ничего не видно на этом литнике. В принципе, практически новые пресс-формы, поэтому по логике на них с литьем все должно быть очень-очень хорошо. Еще два маленьких отдельно литничка М с мелочевкой, в основном всяческие ручечки, детали запасных траков, я так понимаю, и ну, немножко мелочевки с какими-то держателями, серьгами, возможно. Опять же, тоже ну, очень ажурно сделаны, видно, траки. Конкретно вот эти. Ну, ручки по копийности я уж не знаю. Вот они даны тут в пластике. По толщине. Обычно, конечно, ручки копийными нельзя сделать именно в пластике. По технологическим, так сказать, возможностям. Но тут они, в принципе, есть. Опять же, по литью ничего плохого сказать не могу. Крупные детали, собственно, боевой рубки и ванны корпуса. Их, так понимаю, будет два, наверное, таких литника одинаковых. Где-то там должен быть второй. Хотя, может быть и нет. Боковая часть, собственно, ванны корпуса. Видно, тут кое-какая деталировка дана. В принципе, все довольно прикольно выглядит. Внутренняя часть тоже детализирована. Но тут уже есть как бы у нас питатели, толкатели, не совсем понятно. Присутствуют в этой части внутренней. Ну, как бы понятно, что совсем их быть не должно. Но если уж как-то совсем заморачиваться, то и внутри, конечно, надо их как-то очень красиво, аккуратно убирать. Ну, тут уж как получится. Я так понимаю, проштамповочки под сверление, наверное, я так понимаю, у нас сделаны на отливках, поэтому понять, что где именно сверлить, у нас, в принципе, наверное, не вызовет больших проблем. На глаз вымерять не придется. Да. Ну, что сказать, да, вот я говорю, огрехов каких-то деталировки, какая-то клепка, какие-то там винтики, болтики, все отлито, искривлений никаких по литнику ничего не повезено, никакого облоя нет, как бы ни проливов я не вижу. Ну, действительно, в принципе, пресс-форма практически новая, поэтому о чем тут? Что такого, в принципе, ожидать не приходится. Ну, был бы большим неприятным сюрпризом, если что-то такое было. Куча мелочевки, я так понимаю, частично по ходовой, частично вот у нас тут маска орудия в одну деталь вот вложена вот такой формы. Верхняя часть боевой рубки, опять же, одна деталь. Детали казенной части орудия. Ну, тут вот видно, что много вообще используется многоразъемности в формах. Вроде писали про два варианта дульного тормоза, но вот у нас их тут дано целых три, хотя не совсем понятно, два выглядят вроде одинаковыми почти, один отличается. Но они все отлиты в одну деталь, ну как сказать, там еще спереди детальки надеваются. Но вот еще даже, кстати, еще один есть вариант. Может быть, это частично не к этой модели относится. Возможно, унификация какая-то. Пулемет. Пулемет, кстати, вот видно тоже из такого вот подхода Райфилда многоразъемной формы. Пулемет вот здесь у него отлито, соответственно, отверстие на стволе. Все очень круто, ничего даже высверливать там не придется. Прибор наблюдения, ну, по-моему, детали ходовой, тут мелочевка всякая, как бы вот. Ну, единственная вот казенная часть орудия, вот это, она как бы тут они уже не стали заморачиваться с многоразъемностью и как бы делают его две детали, но эта часть внутри рубки, я так понимаю, под нее подразумевается, возможно, только вот так вот это выглядит. В принципе, никаких претензий к литью ожидаемо не появилось. Еще литник со всякой мелочевкой, крышки, собственно, моторного отделения. Кстати, видно, что вот они, собственно, у нас не глухие.
Никакого, кстати, по ним, по-моему, фототравления дополнительного нет, но они сами сделаны, собственно, с ну, перфорацией, скажем так, решетки. В общем, действительно решетки. Тут опять же коуши под трос. Видно, что большой участок, где вот этот самый пресс-форма вынималась, то есть коуши сделаны с отверстиями, как по-хорошему они должны, в принципе, сделаться. Ну и тут еще несколько деталей, где там, видимо, требуются поверху какие-то отверстия. Вот боковая часть также у нас глушитель, соответственно, тоже многоразъемная форма, тоже сделан этот цилиндр круглым. Ну и там еще несколько деталек. Пулемет еще один здесь же у нас присутствует, тоже с отверстием. Ну, помимо этого, тут дополнительно тут шанец, какие-то там, может быть, детали банника, еще дополнительно там под всяческой разнообразной мелочевки, частично деталей внутренней части, казенной части орудия. Ну и что тут еще? Да, прибор освещения вот тоже у нас с пропилом под, ну, скажем, отлитой, собственно, щелью светомаскировочные колпаки, я так понимаю. Ну, в общем, тоже, опять же, к мелочевке. Тоже вот особых претензий нет, как бы все красиво, все прикольно. Не зря так много говорят в контексте Райфилда о детализации. Собственно, детали надгусченных полок, они в одну деталь. Ну, каждая из них, вот тут есть довольно-таки с внутренней стороны довольно-таки странно выглядящие, собственно, толкатели, питатели. Ну, толкатели, видимо, да, вот они так сильно выступают. Собственно, как-то по-райфилдовски интересно у них. В их пластике я впервые у них такое вижу, вот эти выступающие части, где толкатели. То есть, в принципе, не сказать, что вот срезать их вот конкретно отсюда будет очень весело, но это нижняя, внутренняя часть, которая, в принципе, будет над гусеницами. Поэтому там, скорее всего, никогда ничего видно не будет, но такой вот факт есть, да, вот тоже вот эти самые большие части, крупные части, я так понимаю, это, по-моему, боевого отделения крыши, тоже вот эти огромные следы, ну, как бы, скажем, такие охвостья от толкателей присутствуют еще, в принципе, они кое-где были. Детали, по-моему, банника, вот это вот, где, по-моему, это отсек, где механик-водитель у нас, что ли, там, или что-то такое. Детали, соответственно, ну, вот в основном детали, собственно, надгусченных полок и видимо, различные закрывающие панели, бронеплиты для боевой рубки. Ну, еще немножко по мелочевке. Вот лопата у нас тут также вот присутствует. Так, еще один крупный литник. Соответственно, тут у нас в основном ванна. Нижняя часть, собственно, одну деталь, только без люка. Тут крышки у нас моторного, то есть, видимо, какие-то из вариаций, может быть, конкретно под эту вариацию что-то используется, что-то не используется, потому как у нас крышки уже встречались такие на других литниках, и вот эта деталь одна даже встречалась. То есть, видимо, тут частично литники, они как бы унифицированы, частично идут локально под эту конкретный артикул, эту конкретную модель. Задние части, собственно, кормовые. Вот это вообще не помню, это вообще что ли маска от танка от какого-то. Или что это такое, не совсем понятно. Значит, ну, тоже, да, вот всяческие отверстия под крепление элементов. И, видимо, там, где надо будет, ну, не отверстия, а в штамповке, где надо будет что-то там подсверливать, наверное, они на месте присутствуют. В принципе, вот передняя часть, собственно, верхняя броневая плита, где у нас есть лючки под трансмиссию, ну, которые, как вроде как смысл, наверное, я так понял, открывать, потому что детализации трансмиссионного отделения, по-моему, никакой особо нет в модели. Поэтому зачем их открывать? Так, два литника упакованы на один пакет. Тут в основном все, что у нас по катковой части. Очень много всего, в принципе. Помимо этого у нас, ну, собственно, и детали тележек здесь же, собственно, звездочки, ленивцы. В двойном экземпляре поддерживающие катки. Эти самые кондукторы для сбора гусениц, рабочие гусеницы. Ну, как бы с виду все выглядит красиво, прикольно. Так, это у нас часть, я так вот не вижу, ну да, вот внешняя часть тележек с рессорами вот этими, с пластинами, тоже все отлито, все рельеф на месте, как бы.
Все красиво, все вроде прикольно. Так, и по пластику у нас остается еще один, собственно, литник с всяческим. Тут у нас как детали из, собственно, подвески вот этой всей, так детали каких-то решеток на двигательных, не совсем понятно. Это или не совсем даже могу сказать, куда эти детали идут. Видимо, отдельно каких-то от решеток, либо трансмиссии, либо на двигателе. Вот эти детали, где выхлоп, точнее не выхлоп, а воздухозабор там по бокам. Тоже они такой сложной формы. Лючки вот здесь вот, ну так не лючки, а там детали тоже вот на боевую руку. Там... Или это брызговики у нас, похоже, да, по-моему, брызговики. Тоже сложной формы, тоже, видимо, как-то либо тут многоразъемность какая-то была. Вот эти детали тоже с отверстиями, это ходовая, куда вот эти самые заходят. Амортизатор, или как это называется, тоже видно с отверстиями. То есть все в одну деталь, многоразъемность, отлито, все красиво, прикольно. Детали, собственно, башенки вот у нас круглые, детали, участки этих самых ленты запасных траков в одну деталь, они отлиты все. Вот, кстати, еще здесь присутствуют еще дульные, собственно, тормоза. Возможно, кстати, те были не под вообще под штуку, а может быть были, кстати, и под четверку какую-нибудь. Потому что что-то уж много больно разнообразных дульных тормозов. То есть тут конкретно надо по инструкции смотреть, какие из нас используются. Но они отлиты точно так же с многоразъемностью, соответственно, в одни детали. 3 их разных здесь есть. Соответственно, вот эта передняя часть. Но это, по-моему, точно от танка. Это у нас не может быть, соответственно, от самоходки деталь, потому что такого просто нет на самоходке. Нет у нас установки для шаровой, для пулемета и быть не может. Ну, антенна, кстати, по-моему, вот это. Ну, довольно тонкая, кстати, для пластиковой, если это антенна. И вообще под этим. Лючки и так далее. Ну, то есть, видимо, много деталей унифицировано под Panzer 4, наверное, какой-то райфилдовский, я уж не знаю, то ли уже выпущенный, то ли еще не выпущенный. Я вот не помню конкретно номенклатуру райфилда, есть там Panzer 4, но видно, что детали под него есть. Под домкраты вот эти вот из 2 деталей он у них сделан, мелочевочки тут немножко. Ну и, собственно, на этом у нас пластик заканчивается. Видно, что его прям много, детализация, отлито все хорошо, много разъемностей, все, в принципе, должно быть красиво, прикольно и весело. Помимо этого из пластика, да, вот у нас большая крупная деталь, собственно, боевой этой рубки. Видно, что есть имитация сварных швов по бокам. Не погнуто, не поведено, отлито красиво, прикольно. Разве что вот эти опять стрёмненькие следы от толкателей, которые Арфилды почему-то огромные. Но это ладно, это все со внутренней стороны. Ну, как бы вот так тоже выглядит неплохо. Так, еще из пластика, значит, собственно, та самая пресловутая ходовая часть. Отдельно вот они ее в другого формата пакетики запихали. Видимо, она из другого, скорее всего, пластика. Может быть, какого-то более такого приспособленного для подвижности. То есть, собственно, траки вот у нас не на литьевых рамках, а вот в такие вот полосы отлиты. Соответственно, детализированы вроде бы довольно-таки неплохо. Соответственно, питатели у них на каждом траке 3 штуки, по идее, не очень много защищать. То есть на таких местах, которые, в принципе, в обработке, с чистки всего этого не должны больших проблем вызвать. Соответственно, вот такие вот у нас траки. Тут у нас по бокам должны быть, собственно, отверстия под полупальцы. Они здесь есть. Ну, я надеюсь, что они все отлиты качественно. Вот таких вот полос у нас несколько. И, соответственно, под это же, под все у нас дело идет и из такого же, я так понимаю, пластика набор мини-литничков с, собственно, полупальцами. Вот так они вот выглядят. Их таких несколько штук. Ну, в общем, так понимаю, Райфил предлагает нам распилить вот этот литничек на 2 половинки и непосредственно прямо на кондукторе их, собственно, туда и присоединять. А потом, наверное, я не знаю, либо срезать каждый, либо, может быть, заломом как-то, я не знаю, они уже должны отстегиваться, собственно, от литника.
Никогда не собирал ходовую рабочую от Рафилда, но посмотрим. Помимо этого, значит, прозрачный пластик, то есть понятное дело, что в такого уровня модели у нас без прозрачного пластика никак. Я бы сказал, что тут его прям даже много. Я бы никогда не подумал, что на штук нужно столько прозрачного пластика. Тут перископы, тут вся прозрачка, тут куча всего. Тут еще даже много деталей, которые я даже сходу не схожу их назначение. Вот тут присутствует. Ну, в принципе, его прям прозрачки прям не пожалели. Помимо этого, уже упоминались полимерные шайбы для катков. Тоже как бы все, то есть катки можно будет снимать, надевать при желании. Травление. Значит, травление, как говорилось, одна маленькая платка, собственно, детальками. Тут их не очень много. И большая плата, собственно, с экранами и еще с какой-то вот тут мелочевочкой. Ну, собственно, как говорилось, на экранах есть выштамповки под крепление, собственно, куда будет, собственно, на держатель их вешать, эти экраны. Ну и они отдельные, то есть, соответственно, можно будет по своему желанию, так сказать, различные конфигурации этих экранов собирать, если хочется. И помимо этого, ну, тот самый тросик, который, вот, пожалуй, единственное такое бельмо на глазу, да, которое как бы вот портит немножко картину. Вот на металлический тросик как-то Рафилд немножко нам зажал. Вместо этого дал не совсем сомнительной нужности пружинку. Ну, пожалуй, вот это единственная такая очевидная претензия, которая из коробки видна. И, значит, у нас декаль. Декаль тоже старательно упакованная в отдельный пакетик. Можно ее глянуть, я думаю, а то ничего не видно. Так, очень даже, я бы сказал, старательно упакованная. Вот такая вот у нас декаль, соответственно, на несколько вариантов. Вот это, кстати, не совсем даже понятно, что за символ, но где-то она была, да. Элизабет, даже какой-то у нас именной штук должен быть. Ну, тут, кстати, написан 21 год. Может быть, все-таки модель 21 года, если так считать. По-хорошему. Вот. И, собственно, что у нас остается? А остается у нас, собственно, подвести итог, что, скажем так, за относительно смешные, которые, казалось бы, может быть, для модели Рафилда год или два назад деньги, можно получить вот такую вот модельку с достаточно таки полным фаршем. Вот такие вот реалии жизни в 2022 году.